Мобилизации российской армии не нужно, но и демобилизации не будет. Кто открыл стрельбу в Праге и крупную кампанию уличили в поддержке терроризма? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Жен мобилизованных россиян, которые требуют возвращения своих мужей, вызывают ФСБ на допрос. Боятся они этого, потому что это такое движение снизу. Абрамовича оставляют под санкциями. Трибунал постановляет, что иск отклоняется. А США собрали коалицию для охраны Красного моря от Йемена. Мы, конечно, приветствуем международную коалицию из военно-морских сил 10 стран для отражения пиратской угрозы террористов-хуситов. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на канал. Это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Россияне взяли в плен подростков в оккупированном Мелитополе и обвиняют их в терроризме и работе на СБУ. Об этом мэр города пишет в своем телеграм-канале. Пропагандисты распространяют легенду. Вроде бы ребята организовали несколько терактов. Передавали информацию о перемещении вражеской техники и базировании войск. А еще вроде бы следили за одним из коллаборантов, чтобы заложить взрывчатку в его подъезде. В Главном управлении украинской разведки дополняют преступления оккупантов и говорят, что репрессии против гражданских на оккупированных территориях только усиливаются. Оккупанты врываются в помещение ночью и ищут доказательства проукраинской позиции владельцев, переворачивая все с ног на голову. Грубые меры давления не ограничиваются рысканьем. Людей арестовывают и отвозят на допросы в застенки. Россия не имеет потребности в мобилизации. Ежедневно она рекрутирует от 1000 до 1200 человек, так говорят в ГУР. Такая рекрутизация позволяет пополнять потери в подразделениях. В принципе, Россия старается поддерживать уровень комплектации своих подразделений на 92-95%. Несмотря на все, протестный потенциал в России относительно мобилизации растет. Если в начале этого года, в январе-феврале, мы отмечали, что 60% были против принудительных мобилизационных мероприятий, то по состоянию на декабрь уже 69%. Это не является признаком того, что будут протесты, но такие настроения в российском обществе уже есть. А будет ли какое-то подобие демобилизации? Ведь протесты жен мобилизованных продолжаются. Может, именно они формируют такой негативный фон вокруг этого процесса. Поэтому теперь протестующих жен мобилизованных допрашивает ФСБ. Пока не требуют остановить войну, а завтра могут начать требовать остановить войну. Боятся они этого, потому что это такое движение снизу. Движение, которое, как им казалось, они заткнули деньгами, да, вот теми деньгами, которые платят, собственно, мобилизованным, которые платят, если с мобилизованными что-то случилось, и они вернулись либо инвалидами, либо в цинковом гробу. Им казалось, что этого достаточно, чтобы люди в бедных регионах на это согласились. Но оказывается, все равно есть женщины, которые не готовы продать своего мужа за деньги. И поэтому это, конечно, властей пугает. Ну а так как они иначе управлять страной, как с помощью страха, не умеют и не хотят, что характерно, поэтому что они делают? Они запугивают жен. Как они могут их запугать? В первую очередь через мужей. Им кажется, что это хорошая мысль. На самом деле мысль это плохая, потому что в этой ситуации чем сильнее ты на человека давишь, тем реакция может быть, наоборот, более жесткая, более радикальная. Китайскую компанию записали в спонсоры войны. Китаю это не понравилось, и теперь они требуют у Украины, цитирую, «исправить ошибки». Спикер Министерства иностранных дел Китая потребовал убрать одну из самых крупных государственных компаний КНР China Railway Construction Corporation из списка. Мы решительно выступаем против включения китайских предприятий в соответствующий список украинской стороной и требуем, чтобы украинская сторона немедленно исправила свои ошибки и устранила негативное влияние. Еще он сказал, что Китай выступает за мир и справедливость в украинском вопросе. Давид Казак – так зовут человека, открывшего стрельбу в самом центре чешской столицы. Он ворвался на
философский факультет Карлового университета в центре Праги и устроил там стрельбу. По информации, известной на момент записи видео, есть 15 погибших и десятки раненых. Позже в полиции сообщили, что стрелок тоже в числе погибших, он покончил с собой. Там они и вышли, сейчас их вывели в Рудольфинум. А с вашей дочерью все в порядке? Да, с ней все в порядке. А она была в классе? Да, она была в классе. Она слышала выстрелы? Да-да, сейчас их отвезли в Рудольфинум, будут допрашивать и проверять. Дания присоединяется к военно-морской коалиции под руководством США для борьбы с атаками на гражданские суда в Красном море. Дания станет 11-й в этой коалиции. В основном ее действия направлены против повстанцев-хуситов из Йемена, которые обстреливают все проходящие корабли, объявляя их израильскими. В самом Израиле поприветствовали создание коалиции и поблагодарили всех за поддержку. Мы, конечно, приветствуем международную коалицию из военно-морских сил 10 стран для отражения пиратской угрозы террористов-хуситов. Это угроза не только Израилю, но и глобальной морской торговле, миру и безопасности международных морских путей. Это глобальная угроза, и правильно, что с ней борются на глобальном уровне. Мы благодарим наших американских союзников за это решение – обеспечить свободу навигации в открытом море. Что касается конкретных атак хуситов на нас, а мы также видели ракетные обстрелы, то это угроза, которая будет устранена. И я не могу подробно говорить об этом, кроме как сказать, что эта угроза будет устранена, и мы стоим плечом к плечу с нашими иностранными союзниками, рассматривая это как глобальную угрозу. Из-за обстрелов йеменских хуситов суда приходилось отправлять в обход Африки. Это существенно поднимало цену на перевозки как минимум. Абрамович остается под санкциями. Европейский суд в Люксембурге отказался исключить российского миллиардера из санкционных списков и сохранил запрет на въезд в страны Евросоюза, несмотря на гражданство Португалии у Абрамовича. 313/22. В деле Романа Аркадьевича Абрамовича против Европейского совета трибунал постановляет, что иск отклоняется. Во-вторых, Роман Аркадьевич Абрамович должен нести свои собственные расходы и расходы Европейского совета. В-третьих, Европейская комиссия должна понести свои собственные расходы. Одним из главных объяснений введения санкций против Абрамовича была его близость к Путину, которая, как считает суд, и позволила ему сохранить свое богатство. Нет никаких сомнений в том, что Трамп поддерживал мятеж, говорит Джо Байден о своем главном конкуренте на выборах президента в 2024 году. Или уже нет? Вы все это видели. Применима ли к нему 14-я поправка, пусть решает суд. Но он определенно поддержал мятеж, без сомнения. Ни одного, 0. И похоже, он удваивает эффект от своих слов. Верховный суд Колорадо, я напомню, большинством голосов постановил, что Трамп лишен права участвовать в праймериз своей партии, а значит, скорее всего, и в выборах президента на основании 3-го раздела 14 поправки к Конституции США, которая запрещает занимать федеральные должности лицам, участвующим в мятеже или восстании. Как минимум 14 штатов рассматривают подобное решение и готовы повторить вердикт Верховного суда Колорадо. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы YouTube показывал это и другие наши видео большему количеству людей. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.